Урок 1. Выйдешь ли ты за меня замуж? Привет, Анна. У меня есть к тебе важный вопрос. Привет, Джон. О чем ты думаешь? Что ж, в последнее время я много думала и хотела узнать. Ты выйдешь за меня замуж? Боже мой! Я этого не ожидал. Да, я выйду за тебя замуж. Это замечательно. Я так рада это слышать. Я тоже в восторге. Когда ты хочешь выйти замуж? Я подумала, может быть, следующим летом. Как ты думаешь? Лето звучит идеально. Мне не терпится начать планировать нашу свадьбу. Я тоже. Это будет незабываемый день. Я согласен. Нам нужно будет найти красивое место и пригласить всех наших друзей и семью. Определенно. И нам нужно выбрать фотографа, чтобы запечатлеть все особенные моменты. Да, и нам следует подумать о том, какую церемонию мы хотим провести, будь то традиционная или уникальная. Это хорошие замечания. Нам также следует рассмотреть наш бюджет и составить список приоритетов. Совершенно верно. Мы хотим, чтобы наша свадьба была незабываемой, но мы также должны помнить о своих финансах. Правильно. Давайте начнем исследовать и принимать некоторые решения вместе. Похоже на план. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с вами. Я тоже. Я благодарна за то, что ты рядом со мной. Урок 2. Утренняя тренировка. Привет, Анна. Ты регулярно занимаешься спортом. Привет, Джон. Да, я стараюсь вести активный образ жизни. А как же ты? По утрам я обычно хожу на пробежку. Это помогает мне начать день на позитивной ноте. Звучит великолепно. Я давно хотела включить в свой распорядок больше кардиотренировок. Бег– отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений и сжечь калории. Я согласен. Как долго ты обычно бегаешь? Я ставлю цель примерно на 30 минут, но иногда, если у меня больше времени, я иду дольше. Это впечатляет. Мне нужно довести дело до этого. Начните с более коротких пробежек и постепенно увеличивайте продолжительность по мере повышения выносливости. Это хороший совет. Я буду иметь это в виду. Занимаетесь ли вы другими упражнениями, кроме бега? Да, я также занимаюсь силовыми упражнениями дома. Мои любимые движения– отжимания, приседания и планки. Это классические упражнения. Мне тоже стоит попробовать включить их в свой распорядок дня. Они отлично подходят для наращивания мышечной массы и повышения общей силы. Кроме того, вы можете делать их где угодно. Это удобно. Я обязательно попробую их. Не забывайте прислушиваться к своему телу и отдыхать, чтобы избежать перенапряжения. Совершенно верно. Важно найти баланс между нагрузкой на себя и восстановлением организма. Точно.
Последовательность играет ключевую роль в поддержании здорового режима физических упражнений. Я полностью согласен с этим. Спасибо, что поделились советами по тренировкам, это было очень полезно. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Продолжайте в том же духе, и вы достигнете своих целей в фитнесе. Урок 3. Костюм и галстук. Привет, Анна. У меня вопрос о профессиональной одежде. Привет, Джон. Я буду рад помочь. О чем ты думаешь? На следующей неделе я приеду на деловое мероприятие, и мне интересно, стоит ли мне носить галстук с костюмом. Отличный вопрос. Это зависит от дресс-кода и уровня формальности. Это официальное мероприятие, и я хочу произвести хорошее впечатление. В этом случае было бы неплохо надеть галстук. Это добавляет нотку элегантности и профессионализма. В этом есть смысл. У меня серый костюм. Подойдет ли он по этому случаю? Серые костюмы универсальны и могут быть довольно стильными. Это классический выбор для более профессионального образа. Это обнадеживает слышать. Я хочу чувствовать себя уверенно в том, что на мне надето. Уверенность действительно играет ключевую роль. Убедитесь, что ваш костюм хорошо сидит по фигуре и соответствует вашему телу. Я учту это. Что мне выбрать? Галстук с узором или однотонный? Однотонный галстук – надежный выбор для официального мероприятия. Выбирайте нейтральные цвета, которые дополняют ваш костюм. Понимаю. А как же ширина галстука? Есть ли какие-либо рекомендации, которым нужно следовать? Как правило, ширина галстука должна соответствовать ширине лацкана пиджака. Это полезный совет. Я обязательно учту это при выборе галстука. Отлично! Не забудьте сочетать костюм и галстук с хорошо отжатой рубашкой и полированными туфлями. Я ценю все эти предложения. Я хочу произвести сильное впечатление на этом мероприятии. Урок 4. Первое впечатление. Привет, Анна. Ты боишься произвести хорошее первое впечатление? Привет, Джон. Для меня важно произвести хорошее впечатление. Почему вы спрашиваете? На следующей неделе я иду на собеседование и хочу убедиться, что я уверенная в себе и способная. Это понятно. Первое впечатление может сильно повлиять на то, как вас воспринимают другие. Именно так. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как произвести положительное первое впечатление? Одевайтесь соответствующим образом по случаю и сохраняйте хорошую осанку. Это свидетельствует о профессионализме и уверенности в себе. Хорошие баллы. Во время собеседования я постараюсь одеться элегантно и стоять высоко. Кроме того, поддерживайте зрительный контакт и крепко пожимайте руку, приветствуя интервьюера. Это внушает уверенность в себе. Я обязательно учту это. А как же коммуникативные навыки? Какие-нибудь советы по этому поводу? Говорите четко и кратко и внимательно слушайте вопросы интервьюера. Эффективная коммуникация имеет решающее значение.
Я согласен. Активное слушание и четкая коммуникация могут существенно изменить ситуацию. Также важно быть готовым. Изучите компанию и будьте готовы обсудить свою квалификацию и опыт. Главное — подготовка. Я посвящу время изучению компании и отработке ответов на часто задаваемые вопросы на собеседовании. Отличный подход. Уверенность в себе – это хорошая подготовка и знание должности, на которую вы претендуете. Я ценю ваш совет. Теперь я чувствую себя увереннее. Урок 5. Время работы объекта. Привет, Анна. Мне интересно время работы учреждений в нашем районе. Привет, Джон. Это удобно. Какие объекты вас особенно интересуют? Хотелось бы знать, когда будут открыты тренажерный зал, бассейн и библиотека. Тренажерный зал обычно открывается в 6 утра и закрывается в 10 часов вечера в будние дни. По выходным он открывается в 8 утра и закрывается в 8 часов вечера. Приятно это знать. Я предпочитаю тренироваться по утрам, поэтому раннее время работы мне подходит как нельзя лучше. Бассейн открыт с 9 часов до 19 часов каждый день, кроме понедельника, когда бассейн закрыт на техническое обслуживание. Я учту это. Мне нравится плавать во второй половине дня, поэтому такие часы мне подходят. Что касается библиотеки, то она открывается в 10 утра и закрывается в 18 часов вечера с понедельника по пятницу. По субботам она открывается в 11 часов и закрывается в 16 часов. Отлично. Я люблю проводить время в библиотеке по выходным, поэтому мне это тоже удобно. Хорошо, что такие помещения доступны в разное время, чтобы соответствовать разным графикам. Я согласен. Важно, чтобы общественные места были доступны для всех. Совершенно верно. Знание рабочего времени помогает нам планировать и максимально эффективно использовать эти ценные ресурсы. Спасибо за предоставленную информацию. Теперь я могу соответствующим образом планировать свою деятельность. Урок 6. Вопросы, связанные с программой. Привет, Джон. Да, я об этом слышал. Похоже, что у программы есть хорошие предложения. Рассматриваете ли вы это? Абсолютно. Я давно хотел расширить свои навыки программирования, и учебный курс кажется мне отличной возможностью. Это просто фантастика. Прежде чем принимать решение, важно изучить и рассмотреть различные программы. Я согласен. Я читал об этой учебной программе, и она охватывает широкий спектр языков программирования и фреймворков. Это впечатляет. Комплексная учебная программа может стать прочной основой для вашего пути к программированию. Да, и учебный лагерь также предлагает практические проекты и наставничество, которые, по моему мнению, крайне важны для практического обучения. Практический опыт и наставничество могут ускорить ваше обучение и помочь вам эффективно применять свои навыки. Именно так. Думаю, было бы неоценимо иметь доступ к профессионалам отрасли, которые могут направлять и поддерживать меня.
Это, безусловно, ценный аспект, который следует учитывать. Обучение у опытных специалистов-практиков поможет вам лучше понять ситуацию и наладить связи с отраслью. Bootcamp также предлагает карьерные услуги, помогающие в трудоустройстве. Для меня это большой плюс, так как я хочу перейти на новую должность. Службы карьерного роста могут предоставить рекомендации по составлению резюме, подготовке к собеседованию и стратегиям поиска работы. Это ценный ресурс. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Теперь я с большей уверенностью могу пойти на этот учебный курс по программированию. Урок 7. Удовольствие сладкоежкам. Привет, Анна, ты сладкоежка. Я обожаю побаловать себя десертами. Привет, Джон. Конечно. Я тоже очень люблю сладкие угощения. Какой твой любимый десерт? Сложно выбрать что-то одно, но я просто обожаю шоколадный пирог с лавой. Теплая, липкая сердцевина просто неотразима. Звучит просто небесно. Я больше люблю сливочные десерты, такие как чизкейк. Мягкая текстура и насыщенный вкус просто восхитительны. Чизкейк просто фантастический. У вас есть любимый вкус или начинка? Я любитель классических чизкейков в нью-йоркском стиле. Я люблю его в чистом виде или с острым фруктовым компотом. Звучит очень вкусно. Мне также нравится хороший фруктовый десерт, например, пирог со свежими ягодами. Сочетание терпкости и сладости идеально. Ягодные пироги восхитительны. Они не только вкусные, но и визуально привлекательные благодаря ярким цветам ягод. Совершенно верно. Десерты также могут стать настоящим праздником для глаз. Вы когда-нибудь пробовали традиционный британский пудинг с липкими ирисками? Да. Теплый липкий карамельный соус в сочетании с влажным бисквитом просто божественны. Это приятный десерт. Это тоже одно из моих любимых. Десерты приносят комфорт и радость, не так ли? Они, безусловно, верят. Это прекрасный способ время от времени побаловать себя и побаловать себя чем-нибудь сладким. Совершенно верно. Жизнь слишком коротка, чтобы устоять перед соблазном вкусных десертов. Урок 8. Поиск точек соприкосновения. Привет, Анна. Я заметила, что у нас много общего. Активное слушание и поиск точек соприкосновения. Отличное начало, не правда ли? Привет, Джон. Совершенно верно. Приятно общаться с другими, признавая общие интересы и опыт. Определенно. Это помогает наладить взаимопонимание и создает основу для содержательных бесед. Итак, каковы ваши увлечения? Мне нравится ходить в походы и исследовать природу. Это отличный способ расслабиться и оценить красоту природы. Как насчет тебя? Я тоже заядлый путешественник. Есть что-то волшебное в том, чтобы быть в окружении природы и бросать себе вызов на тропах. Это просто фантастика. Нам стоит как-нибудь спланировать совместный поход и открыть для себя новые тропы. Мне бы это понравилось. Изучение новых троп с напарником по пешим прогулкам было бы замечательным опытом. Здорово, что мы оба ценим активный отдых на свежем воздухе. А как же музыка?
У вас есть любимый жанр или исполнитель? Я большой поклонник рок-музыки. Энергия и страсть в рок-песнях мне очень нравятся. Как насчет тебя? Рок-музыка великолепна. Мне нравятся самые разные жанры, но в последнее время я слушаю много джаза. Мягкие мелодии и импровизация очаровывают меня. Это интересно. Джаз обладает уникальным шармом и впечатляет, как музыканты могут создавать красивую музыку прямо на месте. Совершенно верно. Спонтанность и креативность джазовых выступлений поистине удивительны. Приятно находить общий язык в своих музыкальных предпочтениях. Безусловно, так оно и есть. Удивительно, как разные хобби и интересы могут сближать людей и налаживать связи. Не могу не согласиться с этим. Только благодаря активному слушанию и поиску точек соприкосновения мы можем наладить конструктивные отношения и расширить кругозор. Хорошо сказано. Давайте продолжим изучать наши общие интересы и вместе отправимся в новые приключения. Урок 9. Безопасность путешествий в одиночку. Привет, Анна. Ты когда-нибудь путешествовала одна? Я беспокоюсь о безопасности во время путешествий в одиночку. Привет, Джон. Да, у меня есть. Безопасность, безусловно, является важным аспектом, который следует учитывать. Какие конкретные проблемы у вас есть? Что ж, я боюсь перемещаться по незнакомым местам и обеспечивать безопасность своих личных вещей. Я понимаю ваши опасения. Один из способов повышения безопасности – это проведение исследований и планирование на будущее. Задумывались ли вы об этом? Совершенно верно. Я всегда заранее изучаю местные обычаи, варианты транспортировки и безопасные районы, чтобы остаться здесь. Отличный подход. Также полезно сообщить кому-нибудь из дома о своих планах поездки и регулярно связываться с ними. Хорошие замечания. Поддержание связи с доверенным лицом может обеспечить дополнительный уровень безопасности. Также важно знать свое окружение и доверять своим инстинктам. Если что-то не так, лучше проявить осторожность. Я согласен. Внимательность и наблюдательность помогут выявить потенциальные риски и избежать небезопасных ситуаций. Кроме того, сочетание местной культуры и скромная одежда могут помочь уменьшить нежелательное внимание. Это хороший совет. Соблюдение местных обычаев и адаптация к культурным нормам могут способствовать более безопасному путешествию. Совершенно верно. Еще одной мерой безопасности является надежное хранение ценных вещей, например, использование скрытого денежного пояса или сейфа в отеле. Я обязательно учту это. Упреждающие меры по защите моих вещей обеспечат мне душевное спокойствие. Наконец, общение с попутчиками или участие в групповых мероприятиях может обеспечить чувство общности и дополнительную безопасность. Отличное предложение. Знакомство с другими путешественниками может создать возможности для обмена опытом и поддержки. В самом деле, помните, что безопасность имеет первостепенное значение, но важно также принять приключения и насладиться путешествием в одиночку. Спасибо. Теперь я чувствую себя более подготовленной.
Я воспользуюсь этими советами по безопасности, чтобы получить максимум удовольствия от путешествий в одиночку. Урок 10. Покупка продуктов. Привет, Анна. Я только что вернулась из магазина. Я купила дюжину яиц. Мы еще какое-то время не выйдем из дома. Привет, Джон. Это здорово. Яйца – такой универсальный ингредиент. Какие еще товары вы купили в магазине? Я также купил свежие овощи, хлеб и несколько банок супа. Всегда приятно иметь под рукой несколько простых блюд. Совершенно верно. Наличие хорошо укомплектованной кладовой упрощает приготовление еды. Вам тоже довелось купить фрукты? Да, у меня есть куча бананов и пакет апельсинов. Они идеально подходят для быстрых и полезных перекусов. Это замечательно. Важно включать фрукты в свой рацион, так как они полезны для здоровья. Вы купили молочные продукты. Да, я купила упаковку молока и кусок сыра. Они незаменимы для приготовления утреннего кофе и бутербродов. Отличный выбор. Молоко и сыр придают вкус и насыщенность различным блюдам. Случайно ли вы находили выгодные предложения или скидки? Да, я нашла отличные предложения на макароны, поэтому запасалась несколькими сортами. Это основной продукт питания в кладовой, и он всегда пригодится. Это разумный шопинг. Полезно воспользоваться скидками и оптовыми закупками товаров с более длительным сроком хранения. Совершенно верно. Я также купил коробку хлопьев и немного арахисового масла. Это мои любимые варианты завтрака. Хлопья и арахисовое масло – быстрый и удобный выбор для насыщенного утра. Вы не забыли купить чистящие средства? Да, я купил бутылку универсального чистящего средства и немного жидкости для мытья посуды. Очень важно поддерживать чистоту и гигиену в жилых помещениях. Вы абсолютно правы. Поддержание чистой окружающей среды необходимо для нашего благополучия. Вам нужно было что-нибудь еще в магазине? Думаю, у меня есть все в списке. Приятно возвращаться домой с полным пакетом продуктов и знать, что мы хорошо подготовлены. Определенно. Наличие хорошо оснащенной кухни дает нам свободу готовить вкусные блюда и наслаждаться любимыми блюдами. Конечно, так оно и есть. А теперь давайте отложим эти продукты и начнем готовить вкусные блюда. Урок 11. Убираем беспорядок и зарабатываем дополнительные деньги. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала убирать беспорядок в своем доме? Мне также нравится идея убирать беспорядок и зарабатывать дополнительные деньги. Привет, Джон. Да, у меня есть. Уборка мусора не только помогает создать более организованное пространство, но и дает возможность заработать дополнительные деньги. Это просто фантастика. Как вы предлагаете мне начать убирать мусор? Меня переполняет все, что у меня накопилось за эти годы. Не волнуйтесь. Начните с решения одной области за раз. Начните с небольшого пространства, например, с ящика или шкафа. Так легче управлять им и наблюдать за прогрессом. В этом есть смысл. Я начну со своего гардероба и разберусь в одежде. Что мне делать с вещами, которые мне больше не нужны?
Вы можете рассмотреть возможность продажи их через интернет на таких платформах, как аукционные сайты или через местные объявления. Это отличный способ подзаработать. Неплохая идея. Я сфотографирую товары и напишу описание, чтобы привлечь потенциальных покупателей. А как насчет товаров, которые нельзя продавать? Товары, которые нельзя продавать, вы можете пожертвовать их местным благотворительным организациям или приютам. Они будут полезны тем, кто в них нуждается. Это продуманное предложение. Я обязательно разберусь с вещами, которые хочу пожертвовать, и найду подходящие организации для пожертвования. Это замечательно. Устранение беспорядка не только приносит пользу вам, но и помогает другим в этом процессе. Задумывались ли вы о распродаже двора? Да, у меня есть. Это может быть интересный способ общаться с сообществом и продавать несколько предметов одновременно. Я займусь его организацией. Фантастика! Продажи дворов могут быть довольно успешными, особенно если вы заранее их рекламируете и предлагаете привлекательные цены. Я обязательно приложу усилия, чтобы продвигать распродажу товаров во дворе и устанавливать разумные цены на товары. Это будет беспроигрышная ситуация для всех участников. Совершенно верно. Не забывайте намеренно убирать беспорядок и хранить только те вещи, которые действительно приносят вам радость и служат цели в вашей жизни. Я согласен. Важно создать жилое пространство, отражающее то, кем мы являемся, и способствующее нашему благополучию. Спасибо за советы по устранению беспорядка. Урок 12. Совместные расходы. Привет, Анна. Я думала о нашем предстоящем проекте. Понятно, что мы также ценим сбалансированное сотрудничество. Как насчет общих расходов? Привет, Джон. Я думаю, что совместное несение расходов – это справедливый и практичный подход. Это гарантирует, что мы оба вносим равный вклад и заинтересованы в успехе проекта. Совершенно верно. Важно обеспечить прозрачность и избежать финансовых дисбалансов. Как вы предлагаете разделить расходы? Мы могли бы создать электронную таблицу бюджета и перечислить все ожидаемые расходы. Затем мы можем разделить их поровну или в зависимости от наших индивидуальных обязанностей. Похоже, это разумный план. Он гарантирует, что каждый из нас берет на себя ответственность за расходы, связанные с нашими конкретными задачами. Точно. Это способствует формированию чувства ответственности, налаживанию более сбалансированных и основанных на сотрудничестве рабочих отношений. Я согласен. Когда все вкладываются в финансовые средства, это мотивирует нас работать вместе более эффективно и результативно. От этой ситуации выигрывают все. Определенно. Совместные расходы также уменьшают нагрузку на одного человека и равномерно распределяют финансовые последствия. Это справедливая договоренность. Приятно осознавать, что мы оба ценим справедливость и сотрудничество. Давайте будем отслеживать все расходы и открыто общаться. Совершенно верно. Коммуникация играет ключевую роль в обеспечении единодушия в отношении бюджета и любых непредвиденных расходов, которые могут возникнуть. Согласовано. Регулярные проверки и обновления помогут нам оставаться в курсе событий и при необходимости вносить необходимые коррективы. Все дело в командной работе. Действительно командная работа. Мы работаем вместе и, разделяя расходы, укрепляем чувство единства и стремление к успеху нашего проекта.
Не могу не согласиться с этим. Вместе мы сможем добиться больших успехов и воплотить наш проект в жизнь. Давайте начнем и воплотим это в жизнь. Урок 13. Выбор карьерного пути. Привет, Анна. Вы уже сузили свой выбор. Я склоняюсь к управлению проектами как к своему карьерному пути. Привет, Джон. Я все еще рассматриваю варианты, но управление проектами звучит интригующе. Что привлекает вас в этой области? Мне нравится руководить командами, организовывать задачи и наблюдать за тем, как проекты воплощаются в жизнь. Это соответствует моей естественной склонности к планированию и координации. Это просто фантастика. Важно выбрать карьеру, которая соответствует вашим сильным сторонам и интересам. Какие еще варианты вы рассматриваете? Я также подумываю о карьере в сфере маркетинга или анализа данных. И то, и другое связано с решением проблем и стратегическим мышлением, что мне очень нравится. Это отличный выбор. Маркетинг позволяет раскрыть свой творческий потенциал, а анализ данных дает возможность работать с цифрами и аналитическими данными. Именно так. Я считаю, что важно найти карьеру, позволяющую личностному росту и непрерывному обучению. А как же ты? Какие-нибудь карьерные предпочтения? Я склоняюсь к тому, чтобы стать графическим дизайнером или дизайнером UX/UI. Я увлекаюсь визуальной эстетикой и созданием удобных для пользователей интерфейсов. Это замечательно. Графический дизайн и дизайн UX/UI– востребованные области, в которых мастерство сочетается с технологиями. Вы хорошо разбираетесь в дизайне. Спасибо. Приятно думать о возможностях и влиянии, которые мы можем оказать на выбранную нами карьеру. Будущее выглядит многообещающим. Совершенно верно. Важно делать карьеру, которая приносит нам удовлетворение и позволяет нам делиться своими уникальными навыками с миром. У нас есть что предложить. В самом деле, давайте продолжим изучать и собирать информацию о выбранных нами маршрутах. Очень важно принимать взвешенные решения. Не могу не согласиться с этим. Изучение перспектив трудоустройства, общение с профессионалами и приобретение соответствующего опыта приведут нас к успеху. Совершенно верно. Благодаря целеустремленности, настойчивости и страсти к своему делу мы можем построить успешную и прибыльную карьеру. Нас ждет путешествие. Конечно, так оно и есть. Давайте отправимся в путь и будем открыты к новым возможностям и возможностям. Впереди захватывающие времена. Урок 14. Радость танца. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала танцевать? Похоже, это веселое и энергичное хобби. Привет, Джон. Да, на самом деле я уже посещала несколько уроков танцев. Это невероятный способ выразить себя и оставаться активным. Звучит очень весело. Какие танцевальные стили вы изучали? Я пробовал разные стили, такие как сальса, хип-хоп и даже бальные танцы. В каждом из них есть свой неповторимый шарм. Это впечатляет. Мне всегда было интересно изучать сальсу. Она выглядит очень динамично и полна энергии. Сальса – это действительно живой танцевальный стиль. Музыка,
Ритм и партнерская связь делают это занятие захватывающим. Могу себе представить. Сложно ли научиться? Меня немного беспокоит работа ног и координация движений. Как и любой танцевальный стиль, он требует практики и терпения. Но с хорошим инструктором и регулярными тренировками вы освоитесь. Это отрадно слышать. Мне не терпится попробовать. Танцы кажутся отличным способом расслабиться и повеселиться. Абсолютно. Это фантастическое средство для снятия стресса и способ расслабиться. Кроме того, вы можете познакомиться с новыми людьми на уроках танцев или на светских мероприятиях. Это бонус. Всегда приятно общаться с другими людьми, разделяющими схожие интересы. Я вижу, как танцы объединяют людей. Определенно. Это создает чувство общности и товарищества. Вы даже можете участвовать в танцевальных представлениях или конкурсах, если хотите. Ух ты, звучит захватывающе. Продемонстрировать свое мастерство на сцене или на соревнованиях. Это должно быть настоящий опыт. Это действительно так. Прилив адреналина и аплодисменты зрителей того стоят. Это приятное чувство. Могу только представить. Танцы — это уникальное сочетание артистизма, физической активности и социального взаимодействия. Это разностороннее хобби. Совершенно верно. И самое приятное то, что вы можете продолжать учиться и совершенствовать свои танцевальные навыки на протяжении всей жизни. Это путешествие длиною в жизнь. В этом вся прелесть. Всегда есть место для роста и решения новых задач. Я с нетерпением жду начала своего танцевального путешествия. Я очень рада за тебя. Танцы принесут вам столько радости и удовлетворения. Приготовьтесь выйти на танцпол и позволить музыке руководить вами. Спасибо. Ваш энтузиазм заразителен. Мне не терпится погрузиться в ритм и ощутить радость танца. Давайте сделаем это. Урок 15. Уверенное решение проблем. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с трудной задачей и решали ее уверенно? Привет, Джон. Конечно, сложные ситуации могут быть пугающими, но главное – подходить к ним с уверенностью в себе. Это вдохновляет. Как обрести уверенность в себе, столкнувшись с чем-то незнакомым или трудным? Все дело в признании наших сильных сторон и прошлых достижений. Напоминание себе о том, чего мы достигли, дает нам смелость принимать новые вызовы. В этом есть смысл. Размышления о наших прошлых успехах могут дать мотивацию и веру в свои способности. Именно так. Кроме того, подготовка играет решающую роль. Накопление знаний и отработка соответствующих навыков вселяют уверенность в себе. Подготовка определенно повышает уверенность в себе. Чем больше мы знаем и чем больше тренируемся, тем лучше подготовлены к решению сложных задач. Совершенно верно. Еще один аспект – позитивное мышление. Ориентация на достижение конкретных результатов и сосредоточение внимания на решениях, а не на препятствиях. Я согласен. Позитивное мышление позволяет нам рассматривать проблемы как возможности для роста и обучения. Также полезно обратиться за поддержкой к другим.
Окружение себя сетью поддержки может придать дополнительный импульс уверенности в себе. Друзья, наставники или коллеги, поддерживающие нас, могут предложить рекомендации и поддержку, когда мы в этом больше всего нуждаемся. На них важно положиться. Определенно. Сотрудничество и изучение чужого опыта могут дать нам ценную информацию и помочь нам более уверенно преодолевать трудности. Это правда. Мы можем черпать вдохновение и учиться у тех, кто преодолел аналогичные трудности до нас. Кроме того, празднование небольших побед на этом пути укрепляет нашу уверенность. Признание прогресса, каким бы незначительным оно ни было, мотивирует нас. Признание даже самых маленьких шагов вперед имеет решающее значение. Это укрепляет нашу уверенность в себе и стимулирует наше стремление решать более сложные задачи. Совершенно верно. Уверенность в себе подобна мускулу, которая крепнет с каждым вызовом, с которым мы сталкиваемся и преодолеваем. Хорошо сказано. Уверенное решение проблем открывает двери для личностного роста и новых возможностей. В самом деле. Итак, давайте подойдем к каждой задаче с позитивным настроем, подготовкой и верой в свои силы. У нас есть все. Совершенно верно. Поскольку мы уверены в себе в качестве союзника, нет предела нашим достижениям. Давайте примем следующий вызов с решимостью и уверенностью в себе. Урок 16. Изучение удобств. Привет, Анна. Мне интересно, не могли бы вы мне чем-нибудь помочь? Хорошо, позвольте мне позвонить на стойку регистрации и спросить о ситуации с бассейном. Привет, Джон. Конечно, спрашивайте об этом. Мне интересно узнать, есть ли бассейн. Здравствуйте, я хотел узнать о бассейне. Открыт ли он для гостей? Привет, Джон. Извините, но в настоящее время бассейн проходит техническое обслуживание. Он будет недоступен в течение нескольких дней. Очень жаль. Мне не терпелось искупаться. Есть ли альтернативные удобства или развлечения? Да, есть еще несколько удобств, которыми вы можете воспользоваться. У нас есть фитнес-центр с самым современным оборудованием, а также спа-салон, предлагающий различные процедуры. Приятно это слышать. Я обязательно воспользуюсь фитнес-центром. Это хорошая возможность оставаться активным во время моего пребывания. Совершенно верно. В фитнес-центре есть все необходимое для полноценной тренировки. Это отличный способ поддерживать физическую форму во время путешествий. Я рада это знать. Помимо фитнес-центра, есть ли поблизости какие-либо мероприятия на свежем воздухе или аттракционы? Определенно. Недалеко от отеля у нас есть прекрасная природная тропа. Это идеальное место для пеших прогулок или неторопливой прогулки на лоне природы. Звучит прекрасно. Мне нравится проводить время на свежем воздухе, поэтому я обязательно прогуляюсь по природной тропе. Доступны ли экскурсии с гидом? Да, в отеле организуются экскурсии с гидом. Они дают возможность осмотреть местные достопримечательности и познакомиться с историей и культурой этого района. Это просто фантастика. Мне всегда не терпится узнать о местах, которые я посещаю. Я обязательно запишу на одну из экскурсий с гидом. Уверен,
Вы прекрасно проведете время. Туры носят информативный характер и позволяют глубже понять место назначения. Спасибо за предложение. Несмотря на то, что бассейн закрыт, во время моего пребывания здесь все еще есть множество удобств и развлечений. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Иногда неожиданные изменения могут побудить нас открыть для себя новые впечатления. Это правда. Все дело в том, чтобы использовать открывающиеся перед нами возможности. Я очень рад провести здесь время с пользой. Уверена, вы проведете незабываемый отдых. Посетите фитнес-центр, прогуляйтесь по природной тропе и погрузитесь в местную культуру. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Приятно осознавать, что здесь еще есть что исследовать и чем заняться. Урок 17. Изучение кулинарных шедевров. Привет, Анна. Просматривая веб-страницы, я увидела хорошие отзывы о некоторых отличных ресторанах в этом районе. Вы пробовали хоть один из них? Привет, Джон. Да, я имел удовольствие поужинать в нескольких из этих ресторанов. Еда и атмосфера были превосходными. Приятно это слышать. Не могли бы вы порекомендовать какой-то ресторан, который выделяется на фоне остальных? Абсолютно. Одно из мест, которое приходит на ум, это уютная итальянская троттория под названием «Ля Долче Вита». Их домашняя паста и аутентичные вкусы поистине удивительны. Итальянская кухня звучит восхитительно. Я фанат блюд из пасты. Какие блюда из пасты они предлагают? Здесь представлен широкий выбор блюд из пасты, от классических блюд, таких как спагетти карбонара, до уникальных блюд, таких как равиоли с трюфелями и грибами. Здесь каждый найдет что-то для себя. Звучит заманчиво. Я обязательно забронирую столик в Ля Долче Вита. Есть ли другие интересные рестораны, которые вы бы порекомендовали? Еще один фантастический вариант – французское бистро «Ле Джардин» с очаровательным садом. Их блюда прекрасно оформлены и полны ароматов. Французское бистро с садовой обстановкой звучит очаровательно. Какую кухню я могу ожидать в ресторане «Ле Джардин»? «Ле Джардин» специализируется на традиционной французской кухне. В их меню, от улиток до какао-вина, представлены богатые и элегантные вкусы Франции. Звучит как исключительный гастрономический опыт. Я также добавлю «Ле Джардин» в свой список. Какие-нибудь другие рекомендации? Для сочетания вкусов попробуйте Spice Root. Здесь вам предложат уникальное сочетание азиатской и ближневосточной кухонь, создающее гармоничное кулинарное путешествие. Фьюжн Азии и Ближнего Востока звучит интригующе. Какие фирменные блюда можно отведать в ресторане Spice Root? Одно из выдающихся блюд – тайское зеленое карри с ближневосточными нотками. Это восхитительное сочетание ароматных специй и ярких вкусов. Звучит как заманчивая комбинация. Я обязательно побалую себя ароматами Spice Root. Спасибо за рекомендации. Добро пожаловать! Я уверен, что вы получите незабываемые впечатления от ужина в этих исключительных ресторанах. Я с нетерпением жду этого. Изучение разных кухонь – одно из самых ярких событий в путешествиях для меня. Это действительно так.
Погружение в местную кулинарную сцену позволяет нам открывать для себя новые вкусы и культуры. Совершенно верно. Это прекрасный способ расширить свой вкус и оценить кулинарное мастерство. В самом деле. Итак, наслаждайтесь кулинарными приключениями и наслаждайтесь каждым кусочком. Приятного аппетита! Спасибо. Я обязательно так и сделаю. Действительно приятного аппетита. Урок 18. Создание эргономичного рабочего пространства. Привет, Анна. Я использовал обеденный стол в качестве рабочего места, но думаю, что за спиной лучше подойдет письменный стол. Что скажешь? Привет, Джон. Я полностью согласен. Наличие специального рабочего стола может значительно улучшить осанку и общий комфорт. Именно об этом я и думала. Есть ли у вас предложение о том, какой тип стола подойдет? Ну, это зависит от ваших потребностей и предпочтений. Регулируемый по высоте стол позволит вам переключаться между сидячим и стоящим положением, улучшая кровообращение. Звучит выгодно. Мне нравится идея иметь возможность стоять во время работы. Есть ли другие варианты? Другой вариант – письменный стол со встроенными отсеками для хранения вещей. Это помогает организовать рабочее пространство и избавить его от беспорядка, повышая производительность. Организация — это, безусловно, то, что мне нужно. Стол с отсеками для хранения вещей кажется практичным выбором. Какие конкретные материалы или конструкции мне следует рассмотреть? Для обеспечения долговечности вы можете выбрать письменный стол из цельного дерева или металла. Что касается дизайна, выберите то, что соответствует вашей эстетике и соответствует пространству. Столы из цельного дерева или металла звучат прочно. Я приму это во внимание. Как насчет стула? Какие-нибудь рекомендации по эргономичному креслу? Абсолютно. Ищите эргономичное кресло с регулируемой высотой, опорой для поясницы и подлокотниками. Оно должно обеспечивать правильное положение спины и шеи. Отмечены регулируемая высота, поясничная опора и подлокотники. Я сделаю ставку на поиск эргономичного кресла в дополнение к письменному столу. Какие-нибудь другие советы по созданию удобного рабочего места? Освещение имеет решающее значение. Убедитесь, что у вас достаточно освещения, чтобы избежать перенапряжения глаз. Подумайте о том, чтобы поставить настольную лампу Хорошие или расположить замечания. рабочее место Правильное рядом с освещение окном. необходимо для продуктивности и здоровья глаз. Я позабочусь о том, чтобы мое рабочее место было хорошо освещено. Спасибо за совет. Добро пожаловать! Создание эргономичного рабочего пространства необходимо для долгой работы. Все дело в том, чтобы уделять приоритетное внимание комфорту и благополучию. Не могу не согласиться с этим. Забота о физическом здоровье во время работы очень важна. Я куплю подходящий письменный стол и стул для более комфортной обстановки. Приятно это слышать. В конечном итоге ваша спина и осанка скажут вам спасибо. Желаю вам продуктивной и безболезненной рабочей среды. Спасибо. Я ценю ваши добрые пожелания. Мы предлагаем более эргономичное и эффективное рабочее пространство. Урок 19. Уютные и изолированные жилые помещения. Привет, Анна. Я подумываю о косметическом ремонте своей гостиной. Я хочу, чтобы облицовка была толстой и уютной.
Есть предложение. Привет, Джон. Это хорошие замечания. Толстая и уютная подкладка может создать теплую и уютную атмосферу. Рассматривали ли вы возможность использования штор или штор? Шторы или шторы звучат как отличная идея. Я хочу что-то, что не только обеспечит изоляцию, но и добавит элегантности в комнату. Совершенно верно. Ищите шторы или портьеры из тяжелых тканей, таких как бархат или термоматериалы. Они обеспечивают как изоляцию, так и ощущение роскоши. Тяжелые ткани, такие как бархат или термоматериалы, определенно обеспечат тепло и элегантность, которые я ищу. Есть ли конкретные цвета, которые вы рекомендуете? Насыщенные и теплые цвета, такие как темно-бордовый, шоколадно-коричневый или лесной зеленый, могут создать уютную атмосферу. Они также дополняют различные стили интерьера. Глубокий бордовый, шоколадно-коричневый или лесной зеленый. Эти цвета идеально подходят для создания уютной атмосферы. Я учту их при выборе штор или штор. Отличный выбор. Кроме того, вы можете использовать в шторах прозрачные или более легкие ткани, чтобы в дневное время пропускать естественное освещение. Наслоить шторы прозрачными или более легкими тканями– разумная идея. Это поможет сохранить уединение, но при этом позволит наполнять комнату естественным светом. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Еще один элемент, который следует учитывать при создании уютного жилого пространства, это напольное покрытие. Вы думали о том, чтобы Да, добавить я плюшевый подумывал коврик? купить плюшевый коврик. Думаю, это добавит уюта и тепла в комнату. Какой коврик вы бы порекомендовали? Ищите ковры из мягких и толстых материалов, таких как шерсть или мохнатые текстуры. Они создают ощущение уюта под ногами и помогают утеплить комнату. Мягкие и толстые материалы, такие как шерсть или мохнатая текстура, для ковра звучат идеально. Я обязательно найду тот, который впишется в общую цветовую гамму комнаты. Это мудрый выбор. Хорошо подобранная цветовая гамма улучшит уютную атмосферу, к которой вы стремитесь. Не забудьте также добавить мягкие подушки и пледы. Подушки и пледы – отличные дополнения для создания уютного пространства. Они не только обеспечивают комфорт, но и добавляют нотку визуальной привлекательности. Я включу их в свой план косметического ремонта. Урок 20. Защита персональных данных. Привет, Анна. В последнее время я читаю о проблемах с конфиденциальностью данных. Речь идет о том, как хранится наша личная информация. Привет, Джон. Вы правы, конфиденциальность данных – очень важный вопрос. Нам необходимо принять меры для защиты нашей личной информации в интернете. Совершенно верно. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как мы можем защитить наши данные? Одним из важных шагов является использование надежных и уникальных паролей для наших учетных записей в интернете. Важно избегать использования одного и того же пароля на нескольких Это платформах. хорошие замечания. Я обязательно создам надежные пароли и воспользуюсь менеджером паролей, чтобы обеспечить их безопасность. Еще какие-нибудь советы? Да, включение двухфакторной аутентификации обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Для доступа к учетным записям требуется второй этап верификации, например, отправка кода на телефон. Двухфакторная аутентификация звучит как отличная дополнительная защита. Я буду включать ее везде, где это возможно. Как насчет конфиденциальности в социальных сетях?
Когда дело доходит до социальных сетей, очень важно пересмотреть и скорректировать настройки конфиденциальности. Ограничьте объем личной информации, доступной для общественности, и будьте осторожны при разглашении Настройка конфиденциальных параметров данных. конфиденциальности в социальных сетях имеет смысл. Я потрачу некоторое время на то, чтобы пересмотреть и ужесточить эти настройки. Как насчет защиты наших данных в общественных сетях Wi-Fi? При использовании общедоступного Wi-Fi лучше избегать доступа к конфиденциальной информации, такой как банковские счета или ввод паролей. Рассмотрите возможность использования виртуальной частной сети, VPN, для шифрования подключения к Я интернету. учту это. При использовании общедоступных сетей Wi-Fi важно соблюдать осторожность и принимать дополнительные меры для защиты наших данных. Какие-нибудь последние советы по конфиденциальности данных? Регулярное обновление операционных систем и приложений имеет решающее значение. Эти обновления часто включают исправления безопасности, защищающие от известных уязвимостей. Регулярное обновление программного обеспечения легко упустить из виду, но оно необходимо для обеспечения безопасности данных. Я постараюсь быть в курсе обновлений. Спасибо за ценную информацию. Добро пожаловать! Защита наших персональных данных – это постоянная работа. Реализуя эти меры, мы можем повысить конфиденциальность и безопасность в интернете. Совершенно верно. Наша личная информация ценна, и мы должны принять меры для ее защиты. Вот как защитить наши данные в цифровую эпоху. Урок 21. Небольшой магазин канцелярских товаров. Привет, Анна. Вы заметили небольшой магазин канцелярских товаров в торговом центре. Выглядит интересно. Привет, Джон. Да, я тоже это видел. Это очаровательный небольшой магазин с разнообразными канцелярскими товарами. Ты уже зашел? Пока нет. Мне было интересно, в какое время они работают. Не хочу упустить шанс осмотреть его. Я могу проверить для вас часы их работы. Подождите минутку. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Добро пожаловать! Согласно веб-сайту, магазин работает с 10 часов до 18 часов по будням и с 11 часов до 16 часов по выходным. Отлично. Это дает мне достаточно времени для посещения в течение недели. Я с нетерпением жду возможности ознакомиться с их подборкой. Уверена, там вы найдете уникальные и полезные канцелярские принадлежности. Всегда интересно открывать для себя что-то новое. Абсолютно. Мне нравится находить специальные канцелярские принадлежности, которые сделают мое рабочее пространство более вдохновляющим. Какие-нибудь рекомендации по предметам первой необходимости? Что ж, это зависит от ваших предпочтений, но популярными вариантами являются красочные ручки, блокноты с уникальным дизайном и стикеры различной формы. Похоже, это забавные дополнения к моей коллекции. Я буду присматривать за ними. Они также продают художественные принадлежности. Да, у них есть небольшой раздел, посвященный художественным принадлежностям. Вы можете найти краски, кисти, альбомы для рисования и другие материалы для творческих проектов. Это просто фантастика. Я давно хотела раскрыть свою художественную сторону. Этот магазин кажется идеальным местом для начала. Безусловно, так оно и есть. У вас будет множество вариантов на выбор, и вы сможете раскрыть свой творческий потенциал. Дайте мне знать,
Если вам нужны какие-либо рекомендации, Спасибо. связанные Я с ценю ваши искусством. предложения. Возможно, я займусь этим. Мне не терпится посетить этот магазин в ближайшее время. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Приятного вам визита и прекрасно проведите время, исследуя мир канцелярских товаров и искусства. Спасибо. Уверен, это будет восхитительный опыт. Я хочу черпать вдохновение и привносить творческий потенциал в свою жизнь. Урок 22. Изучение мнения друга. Привет, Анна. Я подумываю встретиться с друзьями в эти выходные. Я рада, что ты здесь, чтобы высказать мне свое мнение. Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Что планируют твои друзья? Имеете в виду какие-либо конкретные мероприятия или направления? Они подумывают пойти в новый ресторан в городе или, может быть, пойти в кино. Не знаю, какой вариант выбрать. Оба варианта звучат приятно. Посещение нового ресторана может стать возможностью попробовать блюда разных кухонь, а фильм– развлечься и расслабиться. Это правда. Я хочу вкусно поесть, но я также хочу расслабиться и приятно провести время с друзьями. Как насчет этого? Вы можете посоветовать пойти поужинать в новом ресторане, а затем сходить в кино. Таким образом, вы получите лучшие из обоих миров. Отличная идея. Сочетание этих двух мероприятий сделает вечер незабываемым. Я предложу это своим друзьям. Я рада, что вам понравилось это предложение. Важно учитывать предпочтения каждого и найти золотую середину, которая подходит каждому. Совершенно верно. Важно, чтобы все хорошо проводили время и чувствовали себя вовлеченными в процесс принятия решений. Определенно. В конце концов, именно компания и накопленный опыт действительно важны. Уверен, ваши друзья оценят ваш вдумчивый подход. Надеюсь, что да. Всегда приятно создавать яркие воспоминания с друзьями. Спасибо, что помогли мне принять это решение. Добро пожаловать! Я рад, что смог вам помочь. Помните, самое главное– наслаждаться временем, проведенным вместе, и дорожить этими моментами. Мудрые слова. Я запомню это. Вас ждет веселый вечер с друзьями и создание прочных дружеских отношений. Урок 23. Изучение близлежащих достопримечательностей. Привет, Анна. Я слышала об этом новом кафе неподалеку. Мы можем попробовать и поболтать. Привет, Джон. Звучит интригующе. Я всегда готов открывать для себя новые места. Что это за кафе? Это уютное маленькое кафе, известное своим фирменным кофе и домашней выпечкой. Атмосфера довольно уютная. Звучит неплохо. Мне нравится пробовать разные сорта кофе, а домашняя выпечка звучит восхитительно. Когда нам идти? Как насчет завтрашнего дня? Утром мы можем встретиться в музее, а затем пойти в кафе. Похоже на план. Посещение музея, а затем отдых в кафе кажутся идеальным днем. Увидимся там. Отлично. Давайте встретимся у входа в музей в 10 часов и сможем провести несколько часов, погрузившись в искусство и историю.
Идеальный. Я обязательно приеду вовремя. Музеи всегда интересны, и я с нетерпением жду их. Я тоже. Это отличная возможность оценить искусство и научиться чему-то новому. После этого мы можем насладиться кофе и выпечкой. Похоже, это прекрасный способ расслабиться и хорошо поговорить. Мне интересны атмосфера и декор кафе. То же самое и здесь. Я слышала, что у них есть уютная зона отдыха с удобными креслами и красивыми произведениями искусства на стенах. Звучит заманчиво. Удивительно, как хорошо спроектированное пространство может улучшить общее впечатление. Мне не терпится его увидеть. Это определенно добавляет шарма. Я рад поделиться с вами этим новым открытием для кафе. Путешествие с другом всегда приятнее. Не могу не согласиться с этим. Открывая для себя новые места и делясь впечатлениями с друзьями, они становятся еще более незабываемыми. Совершенно верно. Именно компания и связи, которые мы устанавливаем, действительно обогащают нашу жизнь. С нетерпением ждем посещения музея и приключений в кафе.